Привет, мои хорошие! В моих видео о педикюре я очень часто говорю, что я не подолог, а больше просто эстет. Но так как вы задаете очень много вопросов, связанных именно с медицинским педикюром, то я решила сходить в гости к эксперту, который сможет дать вам ответы на ваши вопросы. Оксана Луцай, сертифицированный специалист, спикер на конференциях, автор личных методик, основатель школы педикюра и маникюра в Киеве, обучила аппаратному педикюру более 1000 учеников. Оксана, есть еще один вопрос от подписчиков. Спрашивают, как же надо правильно обрезать ногти? Самый классный вопрос, который не имеет однозначного ответа. В книжке «Основы здоровья» в 3 классе объясняю деткам так. Ногти на ручках обрезаем по кругу, ногти на ногах обрезаем ровно. Но мы же знаем, что если мы ровно пообрезаем, то при давлении получится у них алис, я об этом уже говорила. Поэтому ногти, конечно же, обрезаются ровно, но они должны минимально скругляться, для того, чтобы не ранить ткань на соседних пальцах. Как скруглять, об этом нужно смотреть, нужно обязательно понимать, потому что это такой вопрос, постоянно поднимающийся, и не на всех курсах показывают, как правильно скруглить ноготочек, чтобы потом избежать вырастания. Есть еще один момент. Когда вы срезаете ноготочек, обязательно нужно смотреть на боковые вот эти пазухи, латеральные желобки, потому что они обязательно должны быть заполнены ноготочком. Если вы срезаете дальше, кожа несет, естественно, защитную функцию, она огрубевает, и мы в конце концов потом опять появляется порочный круг, который ведет к врастанию либо деформации ногтевой пластины. Следующий момент, когда вы убираете длину, всегда проверяйте вот так пальцем. Если ваш палец натыкается на ноготочек, обязательно его нужно удалять. Бывает, конечно, такое, что линия гипонихия достаточно длинная, и ноготочек вот такой длинный, и практически даже длину некуда убрать. В таких вариантах нужно рассказывать клиенту, что они самостоятельно дома должны это делать, естественно, пилкой, и убирать длину не реже, чем раз в 3 дня. Не оставляйте своих клиентов вот на месяц без присмотра. Рассказывайте, что длину нужно убирать раз в неделю. Учите, рассказывайте. Доносите это, отбирайте ножницы, кусачки, давайте пилку правильной грипности, проявляйте свой профессионализм и заботу, и тогда людей у вас станет намного больше. И напоследок давай поговорим о вросших ногтях. Очень много поступает вопросов о том, как ухаживать за вросшими ногтями в домашних условиях и вообще возможно ли это. Хороший вопрос, и его хочется сразу взять и разграничить, потому что наши люди, которые приходят, наши клиенты, они всегда думают, что у них вросший ноготь. А на самом деле это может быть любая другая ситуация. Это может быть подногтевой мозоль, это может быть деформированная ногтевая пластина. И все, что у них болит, они называют вросшим ногтем. И чаще всего они берут кусачки. Я вам скажу, что резать не стоит. Если вот действительно есть проблема, лучше обратиться к профессионалу, который четко понимает, сколько он срежет, зачем он режет, и, конечно же, расскажет потом в домашнем уходе. Но если приключилось действительно воспаление, если вы понимаете, что ноготь врос в боковой или дистальный валик, то здесь, конечно, нужен домашний уход. И первое, что вы можете сделать это применить солевой раствор, гипертонический раствор. 3 столовых ложки соли на 1 литру воды. Вода должна быть максимально холодная. Вот никаких там парить ноги не нужно. Обязательно такая теплая летненькая водичка для того, чтобы снять отек, снять воспаление, для того, чтобы хорошо вымыть ранку. Потому что солевой раствор, он прекрасно работает при любых воспалениях. Эта ситуация достаточно давняя, и клиент попал ко мне буквально на 2-й раз. Перед этим был подолог, были сделаны все правильные манипуляции, но на самом деле не хватало домашнего ухода или контроля над домашним уходом. Мы в 1-й раз видели достаточно серьезное воспаление, и по-хорошему я вообще не должна была лезть туда, но
ситуация сложилась так, что я взяла и срезала этот кусочек, потому что мальчик оказался вот действительно ответственным и постоянно присылал мне всю свою домашнюю работу. Солевые ванночки, антисептики, присыпка, работа с гипергидрозом. Я проверила, и у него очень хорошая проветриваемая обувь, которую он тоже подсушивает. Носочки хлопковые, стелечка в обуви. Поэтому, ну, как бы застраховались мы со всех сторон. Естественно, еще предложили силиконовые разделители, которые не давали давить второму пальчику на первый. И приступили к работе. Домашние отчеты вы видите, они присылались постоянно. И во второй раз мы, конечно, видим, как за 2 недели ноготь отрос просто нереально. Это все видно по кантику от прополиса, который я использовала в прошлый раз. Если вы видите темненькую полосу, вот так он был возле кутикулы. Сейчас немножко сдвинулся вперед. Что я делаю? Убираю длину, убираю различные уплотнения на коже и использую инструмент, который скругляет уголочки ногтя. Ноготочек прекрасно срезан, никаких острых краев нет, поэтому спикулы искать не пришлось, просто нужно было скруглить уголочек и поставить там помадку.
Тампонадку я ставлю на поднятие, использую Лигасана, это пористый материал, который обладает и гидроскопичностью, и аэроскопичностью, и амортизирует при ходьбе, не давая ногтю уплотнять соседствующую кожу. В окончание процедуры мы, конечно же, наносим еще раз водный антисептик и накладываем гидроколлоидную гель, который тоже несет антисептический эффект и защищает околоногтевые ткани от транзиторной микрофлоры, естественно, влияет на оптимальную регенерацию. Обязательно после этого нужно сделать повязку для того, чтобы рана долго оставалась чистой. И меняем силиконовый разделитель на более комфортный, более удобный, потому что уже такого толстого не нужно. Естественно, мальчику нужно жить и пережидать этот возраст, когда гормоны успокоятся и ноги перестанут так потеть. И только тогда у нас устранится проблема вросшего ногтя, ведь здесь причина одна – мокрые ноги и тонкая ногтевая пластина. Надеюсь, что вам понравилось видео такого формата, ведь я очень хотела, чтобы вам было именно полезно. На самом деле это еще не все, и выйдет еще несколько видео, где Оксана поделится с нами полезной информацией. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, потому что дальше будет еще больше и еще интереснее.